фунчоза под китайским традиционным соусом с грибами шпитаки. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Я вижу, что вам понравился формат такого видео, поэтому я решил повторить. Вот, и немножечко с вами повечереть, посидеть, покушать. В общем, друзья, сегодня я решил, хотя у меня, в принципе, есть в холодильнике и борщ, и суп-пюре, я решил, что сегодня мы будем мукбанить с вами вот такую вот фунчозу. Купил я ее в фикс-прайсе, в магазине фикс-прайс. Стоит она что-то огромных денег, но для такой еды, мне кажется, это очень дорого. 800 тенге. Ну, хотя, наверное, сейчас китайская лапша. Кстати, я ни разу ее не ел. И мне очень безумно интересно попробовать ее сейчас. Смотрите, вот здесь лежит пакетик арахис. Арахис соленый, жареный. Я бы его и так съел. Китайский устричный соус, друзья. Ну и, соответственно, сама фунчоза. Что нам нужно сделать? Нам нужно залить кипятком до отметки. До какой отметки? Где отметка? Ну, наверное, вот эта отметка имеется в виду, да? Так, залить кипятком. Закрыть упаковку, подождать 2-3 минуты. Через 2-3 минуты обязательно слить воду. Добавить к вермишели дополнительные ингредиенты. Хорошо интенсивно перемешать и жрать, друзья, и жрать. Ну что, давайте будем пробовать. Я заранее, перед тем, как начать это видео, я вскипятил кипяток. Опускаем фунчозу. Хочу сказать, что фунчоза, она, в принципе, нарезана ломтиками. Такими небольшими. Давайте, наверное, не буду вот так вот залью аккуратно, чтобы не ошпариться. Мне сейчас как раз еще не хватало вот ошпариться. Ой-ой-ой, как я боюсь кипятка. Друзья, ну что я хочу вам сказать. Этот месяц март выдался таким тяжелым, блин, и вроде бы столько было работы много. Сейчас в последнее время я сталкиваюсь, ну, наверное, все мы сейчас сталкиваемся с массированной атакой. Что с ценами? Почему так дорого? Почему так дорого? Господи, боже мой, как я устал уже от этого, друзья. Но мне хочется спросить, неужели вот люди на другой планете живут? Ну, посмотрите, все подорожало. Сахар, Сахар стоит. Я специально сейчас спросил у себя во дворовом магазине. Сахар стоит 600 тенге. Да, он даже кошка подтверждает. Даша, иди нахер. Ой. Вот. И почему-то люди удивляются. Почему? У меня недавно просто был такой инцидент. Женщина зашла в офис, спросила пурбланку. Почем пурбланка? А пурбланка была у нас в мартовском каталоге 3000 тенге. Но если там берешь 2, то тогда такая цена. В общем, я ей сказал 3000 тенге. Она: а что, подорожало? А что так дорого? А почему? Ёб твою мать, да вы что, блядь, на другой планете живете? Я не знаю. Мне кажется, что эта женщина ничего не кушает, ни за что не платит. И кажется, что, мне кажется, она застряла лет так 15-20 назад, когда пурбланка стоила 1000 тенге. Я и то не помню, стоила она такую цену или нет. Господи, ну правда, вот мне хочется выговориться, вот сейчас взять и выговориться. Что происходит, люди? Ну вы поймите, все дорожает. У меня история, недавно я захожу в магазин, в продуктовый магазин у себя во дворе. У меня во дворе аж 3 магазина в одном доме, друзья. Я захожу в магазин, покупаю, ну дословно сейчас не скажу, но точно покупаю сушеную рыбу. Вяленую рыбу купил. Где-то с килограмм, наверное, получилось, не знаю. Ой, ну не с килограмм. Че я вру-то? Ну, такой вот, знаете, вот такой вот пакетик. Штук 15-20, наверное. Селедку купил, хлеба, молока. Не спрашивайте, куда такой набор. В общем, купил такие продукты. Мне говорят, 1500, по-моему. Я говорю, а что так дешево? Посчитайте.
Она говорит, в смысле дешево? Ну, как есть. Я говорю, да просто сейчас такие цены, что ходишь в магазин и страшно просто, страшно. Да, как давай ржать надо мной, господи боже мой. Ну правда, я растерялся, говорю, а что так дешево? Но вот буквально недавно мама попросила у меня купить фруктов. Ну, я там еще взял овощей. Чуть-чуть, думаю, дай возьму. И тут была другая, совсем другая история. Я, значит, беру два помидора. Ну, помидоры вот такие огромные, малиновка. Стоят они 1800 килограмм. Я беру два штуки, это где-то, наверное, почти килограмм. Беру огурцы корнишоны, они тоже, я не помню, сколько стоят, но штуки 4 я взял, вот такие небольшие. Но я думаю, что у нас полкилограммчика, наверное, получилось. Взял мандарин, Марокко, по-моему, 1800 килограмм. Попросил взвешивать килограмм, ну, сами знаете, как... Ой, попросил взвешивать полкилограмма, но они вечно взвешивают побольше. И капусту взял, свежую капусту, 4000. Я, знаете, я почему-то даже спрашивать не стал. Я взял, дал деньги, рассчитался, а сам шел до самого дома, и меня вот так вот, Леха, Лех, тебя обсчитали, тебя обсчитали. Слушайте, я так изнылся, думаю, так обидно, думаю, я ничего не взял. Два помидора, 4 огуречка, капустка и мандаринков, блядь. И 4000 тенге заплатил. Друзья, не могу говорить, у меня кошка мя-мя-мя-мя-мя-мя просится, дайте я ее выпущу. Иди! Иди! Что туда ходить? В общем, друзья, пока мы с вами болтали, прошло, наверное, прошло уже куча времени. Давайте пробовать. Я вижу, что она еще, наверное, не вся запарилась. Вы знаете, такое ощущение, оно как стекло, как будто там. Ну пусть еще чуть-чуть. Ну нафиг. Сырую кушать не хочу. Вот. И вот, в общем, пришел я домой, у мамы есть весы, мы все перевзвешивали, посчитали, но так как некоторые продукты я цены не знал, поэтому приблизительно, вы знаете, так и получилось, что 4000. Так и получилось. То есть женщина меня не обманула, не обсчитала. Я себе чего-то напридумал. В общем, друзья, вот такие вот баталии, блин, вот такие вот баталии. Поэтому, слушайте, я кушать хочу. Давайте уже сливать. Все, пошел я сливать. Вы знаете, очень тяжело сливать. Я сейчас ошпарюсь, обжигаюсь. Вот, ну ничего, вроде получается. Зачем я это делаю, друзья? А я думал, это суп. Суп с фрикадельками. Ой, мне кажется, сейчас она порвется, и все у меня вылетит. Смотрите, я сливал, я думал, сейчас все это порвется и все это вылетит. В тарелке еще есть вода, поэтому я солью на всякий случай. Раз прописано без воды, давайте будем без воды. Так. Вот такое вот чудо чудесное. Белое, белым-бело, я не знаю. Давайте сначала... Ой, классно как. Она не тянется прям как... Безвкусная, абсолютно безвкусная. Давайте... Настоящий китайский соус представляет собой сочетание экзотических ингредиентов соевого и устричного соусов японского древесного гриба. Грибов шиитаке и зеленого лука. Приправленная этим соусом вермишель фунчоза горячая, упругая, прозрачная и нежная, словно рождается вновь, обретая яркий вкус и аромат целой симфонии пикантных пряных ноток. Как вкусно! Аж слюни потекли. Да, какая какашечка. Выливаем соус. Ну а что поделать, друзья? Такая у нас
Зизень. Нет, что борщ покушать. Я решил поэкспериментировать. Ну, думаю, может быть, вам тоже будет... О! Кстати. Надо его так попробовать. Ну, на вкус он мне, в принципе, не симпатизирует. Я бы не сказал, что прям ляпота, прям вкусная-вкусная. Ну, не знаю. Давайте попробуем. Зачем я 2 вилки взял? Чтобы удобно было мешать. Ну, а вообще, если честно, друзья, я решил мукбанг сделать, потому что завтра, 29 марта, я ложусь в больницу на 2-ю операцию. Вот. Мне предстоит 2-я операция по удалению гинекомастии молочных желез. Это такое мужское заболевание. Я раньше не мог даже выговорить его, а теперь как специалист все знаю про это заболевание. Настрадался я. Ох, настрадался я с этим заболеванием в плане того, что лечиться, друзья. Вот, ну так, мы приправку-то туда слили. Теперь арахис. Слушайте, ну я бы его так съел. Зачем мне его туда кидать? Ну раз написано... Я половину рассыпал. Культяпка, ужас. О, слушайте, ну блин, ну как в ресторане. Пипец, смотрите. Вот такое вот блюдо получилось у меня. Фунчоза с соевым соусом креветочным и грибами шитато. Вот. Ну давайте попробуем. Вы знаете, уже как бы остыла. Такая тепленькая. Арахис. Не знаю, вкус я его не слышу. Но он придает этот хрустит на зубах. Угу. Я даже хлеб приготовил на всякий случай. Вдруг что-то пойдет не так. Прикольно, друзья. Но, знаете, на любителя. Вот этот соус, он на любителя. Поэтому не рискуйте. Лучше... Ну, что так думаете, пикантная такая штука? Интересно. Может, потому что я голодный? Может, потому что я голодный. В общем, друзья, да, завтра предстоит операция. Ложусь. В этот раз я ложусь на суточный стационар. Если в прошлом году мне делали операцию на одной груди, мне сделали операцию, я рассказывал. Не буду сильно углубляться. Если вам интересно, на моем... Я здесь оставлю в описании этого ролика, я оставлю видео. Обязательно посмотрите, если вам интересно. Вот. То я делал, мне делали эту операцию где-то минут 40 там, или 30 под местным наркозом. После операции я еще полежал, наверное, да не наверное, ровно 2 часа я полежал в больнице. Ну, как сказать, в больнице? В комнате. В комнате. Я бы, наверное, знаете, не боюсь этого слова. Не в палате, а в подсобке какой-то. Это жесть. Ну, сделано типа палата. Но подсобка, блин, подсобка. Ужасно.
Вот, а в этот раз мне предстоит, скорее всего, операция под общим наркозом. Так как в прошлый раз кто-то накосячил, скажем, хирурги накосячили, я остался без соска. Вот. На самом деле, часть соска у меня осталась, часть соска я потерял. Вот. И тем, кто смотрел мои видео, знают всю эту страшную длинную историю, какую я смог только пережить в прошлом году. Вот. В общем, мне будут исправлять. То есть мне будут дефект, который у меня сейчас есть, мне будут его исправлять, поэтому, скорее всего, будет сразу две операции. Одна будет на исправление предыдущей операции, а вторая будет по удалению гинекомастии. Вот, друзья. Надо кушать быстрее, пока не остыло. Ну, знаете, у меня такое ощущение, что я сейчас попал куда-то, может быть, даже в Китай. Прям реально. Такой вкус специфический. Абсолютно мне он непонятен. Но я всеяден. Я поэтому вам говорю, не рискуйте. Если вы не любители риска. В общем, такая вот больная тема, друзья. Поэтому я ухожу на больничный. Я принял для себя решение. Устал от этой гонки. Устал все гнать, это работа. Я устал в марте. Устал, во-первых, потому что 8 марта было. В этом году прям убойное. Вот, было очень много заказов, было очень много клиентов, поэтому я очень сильно устал. Не скрою, я хорошо заработал. Но, в общем, я решил отдохнуть. И по опыту прошлого года я знаю, что снимать обзоры для вас, мои любимые, дорогие мои, снимать обзоры будет очень тяжело. У меня будет тяжело с дыханием, не знаю почему. Я в прошлом году пробовал. Прям тяжело говорить. Ну, хорошо, я попробую, конечно. Но прошу вас, меня не теряйте. Я немножечко отдохну, поправлюсь. И обязательно мы с вами встретимся. Обязательно расскажу вам, как пройдет операция. В общем, я надеюсь, что в этот раз будет все без сюрпризов. Ну, переживаю все равно. Что, я не человек, что ли? Ну и с другой стороны, знаете, уже отступать некуда. Лечиться надо до конца идти. Я зато уже опытный в очередях. Сдавал анализы. В больницах сдавал анализы. Боже мой. Ой, какие же люди, извините за это выражение, бараны. Господи, зачем они это делают? Я вот сижу в очереди, смотрю и думаю. Как будто, вот знаете, люди с первобытного века. Ну, правда. Ну, вы займите очередь и сидите в этой очереди. Нет, блядь, надо занять очередь в каждом кабинете. Понимаете? В каждом кабинете занять очередь, чтобы быстрее пройти все анализы. Да никак ты быстро не пройдешь. Занял я очередь, сижу. Подходит, ну неважно, женщина подходит. Кто последний там в 250-й кабинет? Я говорю последний. Я за вами буду. И испарилась, блядь. Подходит мужик следом. Кто последний? Ну, я же не последний. За мной же заняли очередь. И тут началась война, истерика. Кто-то сказал, что я последний. Я говорю, за мной женщина занимала. О, боже мой, говорю, господи.
Зачем вы это делаете? Зачем? Я спокойно пришел, занял очередь в нужный кабинет, отстоял ее там, пусть, не знаю, 15-20 минут, сходил на прием к врачу, вышел, пошел к следующему, занял, отстоял очередь. Сколько мне положено было по времени, столько я и пробыл в этой поликлинике. Больше не получится. Не понимаю я. Я не понимаю, зачем так делать. И себе нервы портить, и другим нервы портить. Знаете, я был приятно удивлен. Я все анализы сдавал в своей поликлинике, в семейной амбулатории. Но один анализ меня отправили сдавать в другую. Диагностический центр у нас есть такой. Вот. Я был приятно удивлен, что там, по крайней мере в тот кабинет, в который мне нужно было, я сдавал эхо сердца, было по талонам, который с окошком. То есть на кабинете висел номер кабинета и световое табло. То есть мы заходили по вот этим талонам. Боже мой, как классно! И там нету такого, я только спросить. Люди четко заходили, и на кабинете висело: не входить, не стучаться, блядь. Мы вас пригласим, и точка. Вот. Ой, но. Как это мне понравилось. Я прям сидел спокойно в очереди, смотрел на табло, и вызывали людей. Правда, как-то, знаете, странно вызывали. Я пришел в регистратуру к 7:30, в 7:15. Регистратура начала работать в 7:30. Передо мной было 4 человека. И все эти 4 человека были в мой кабинет. На эхо сердца. Когда начали вызывать, я заметил, что вызывали как-то в каком-то хаотичном порядке. Те, кто после меня были в регистратуре, они первыми вперед меня заходили. Вообще не понимаю, как это работает. Но тем не менее, я знал одно. Есть талон, у меня есть порядковый, оказывается, это был не порядковый номер. В общем, у меня был талон и мой номер. Кошка. И меня это, как бы, знаете, успокаивало. Это очень хорошо. Вот. И поэтому я за то, чтобы во всех поликлиниках страны ввели вот такую систему талона-билетирования. Назовем это так. Так, секунду. Да у меня кошка что-то разоралась. Слушайте, ну ничего, мукбанг это хорошая вещь. Пока с вами болтал и не заметил, как я съел эту китайскую гадость. А кто производитель? О боже мой. Производитель снизу написан. Помогите, я ничего не вижу. Так, состав изделия. Соус, боже мой, какие-то там всякие... О, боже мой. Ужас. Так, срок годности 12 месяцев. Изготовление 21 год в декабре. Так, изготовитель Россия, Московская область, Истринский ТД. Импортер в Белоруссии. Вот, это город Минск, ТД. Ну, в общем, понятно. Сделано фунчоза по франчизе. Наверное, так. В общем, друзья, вот такая вот история у меня. Кошка, ты достал меня уже. Иди отсюда. У меня дверь на лоджии. И у нее вечерний променад. Ей нужно срочно погулять. И когда я с работы прихожу, у нас начинается: поела, в туалет и на лоджию. Поела, в туалет.
и на лоджию. Но вы знаете, завтра или послезавтра я ее точно не захочу. Это такой для меня деликатес на один раз. Ну, ничего. Сносно. Вроде бы съедобно. Но по составу, друзья, ужасно. Если вот начинать вот отсюда. Ароматизатор, усилитель вкуса и аромата, Е621, перец, черный горошек, лук зеленый, лук репчатый, регуляторы кислотности, уксусная кислота, лимонная кислота, стабилизатор, ксанковая камедь, консервант, сорбант калия. Боже мой, спаси и сохрани называется. Друзья, ну что, засиделись, наелись, напились. В общем, друзья, спасибо большое, что вы остаетесь со мной. Я надеюсь, что на время моего больничного отпуска вы не разбежитесь. Но я подготовил для вас все равно обзоры. 1 апреля выйдет обзор, я его уже записал. 1 апреля выйдет обзор про каталог, про апрельский каталог. Обязательно посмотрите. Единственное, что хочу сказать, то что пока на сегодняшний день... Ой, фунчоза провалилась. У меня нет информации какой-либо. Подорожает или не подорожает продукция Avon. Я не знаю. Давайте по факту жить и ждать и смотреть. Я по мере возможности, конечно же, когда меня выпишут из больницы, я буду дома. А может быть, я и в больнице сделаю обзор, не знаю. В общем, друзья, будем на связи. Поэтому еще раз всем не болейте, не болейте. В наше время болеть очень-очень невыгодно. Не то, что невыгодно, опасно. Опасно всегда было болеть. В наше время вообще болеть категорически нельзя. Ну и мира всем, всем мира над головой. Я не знаю уже. Я уже что-то заговорился, я что-то уже устал, хочу. Ой, хочу еще отдохнуть немножечко перед операцией. Поэтому, друзья, всем пока. До встречи в следующем видео.